Это вечерний подкаст о том, как правильно писать стили, потому что у нас возник вопрос у ребят вокруг меня о том, зачем вообще стили нужны, как правильно писать и как нам всем договориться, чтобы писать как-то однородно. Меня зовут Егор, и я пью молоко. Собственно, зачем нужен BEM? Потому что нас много, и мы как-то должны договориться о том, как придумать название стилей. Во-первых, упростить себе придумывание названий, какое-то правило ввести, как мы придумываем название. И, во-вторых, сделать так, чтобы названия не повторялись, особенно для разных элементов. Вот, ну и в-третьих, когда ты читаешь код, быстро, бегло пробегаешься глазами, ты должен понимать, как-то разделять его. Когда у тебя просто какой-то бесконечный класс, это чужая презентация, которая уворована. Когда ты, по сути, придумываешь какое-то свое правило, каждый придумывает свои правила, собственно, это абсолютный хаос, и, скорее всего, мы сделаем какую-то дичь, которая будет тяжело читать, поддерживать, править баги. Вот, или начнем писать супер-друпер длинные классы, чтобы описать точно, что это такое. Зачем писать длиннющие классы, почему не писать много маленьких классов, типа color red, вот в таком стиле, да, по сути, можно же стили написать на классах, да, вот весь CSS3 переписать в отдельный класс, там, текст left, текст right, и вот так вот, и вешать. Все потому, что чем глубже у вас селектор, чем больше у вас селектор по длине, вложенный, да, тем медленнее браузер рендерит страничку, потому что он считывает не справа налево, как мы пишем, а он читает, справа налево. То есть мы читаем как слева направо, а браузер справа налево. То есть, грубо говоря, если ты написал там /a, то он сначала возьмет все ашки на странице, потом поищет у них родителей. Вот, то есть это будет работать медленно. И чтобы не писать такие селекторы со звездочками, с буквами А, с тегами, со ссылками на нативный HTML, и чтобы это при всем работало быстрее, надо на каждый элемент в идеале вешать свой какой-то класс, если ты хочешь к нему обратиться. И этот класс должен быть достаточно уникальный. Понятно все пока? Хорошо, вы как-то более активно говорите, да? Вот, это я рассказал, зачем он нужен. По сути, если бы мы вот так фигачим, типа, что к чему, вот хрен ты разберешься. Вот, если ты начнешь сюда залазить и править за кем-то, один бог тебе поможет. Вот, ты будешь наугад смотреть там, что где, и как-то наугад править, и, скорее всего, это будет все наугад. Возможно, это работает для кого-то, но если мы хотим быстро фигачить приложение и не сильно напрягать мозги, то этот подход ужасный. Вот что предлагает BEM. Он говорит, если у нас встречается конструкция, похожая на user или, например, на медиа, вот у нас есть какой-то базовый класс медиа, и у нас есть элемент, похожий на медиа, у него есть картинка, у него есть body. Окей. У нас может быть user, у которого похожая конструкция, и у него может быть фото, и у него может быть био, но конструкция похожа. И таким самым образом мы можем сказать, что вот у нас есть один медиа-элемент, который мы сверстали. Он везде одинаковый на всем сайте. Медиа, да? Но конкретно эта медиа, она больше похожа на юзерскую для премиум аккаунта, да? То есть это уже можно читать как какое-то такое описание, типа как документация, что это, такое. Ты еще не видишь, как оно отображено, но уже примерно понимаешь, зачем. Да, и тут есть какая-то аватарка. И это уже намного легче, да, то есть уже примерно понятно, что это такое. Вот. Есть еще всякие тулы для работы с BEM, там из JavaScript, из HTML. Короче, Яндекс нафигачил, это же вся яндексовская наработка. Они нафигачили для себя очень много всякого добра для того, чтобы все фигачить на BEM. Это ужасно, отвратительные инструменты, вот на них вообще не смотрите. Если бы это был где-то 2013 год, они были бы топовые, вот, а сейчас это все мертвым. Они сами это не особо используют. То есть идея в чем? То есть разработчики, вы знаете правила BEM, и, следовательно, вы можете прочитать любую конструкцию, где бы вы ни находились. Общая фишка в том, что вы верстала, например, и вы верстаете HTML, не лазите в код JavaScript. И вы такой читаете свой код, а верстала, например, на JavaScript, он такой, не особо лазя в HTML, может там что-то там тоже сделать, и все друг у друга код понимают, могут хотя бы читать. Потому что правила одинаковые. И что это дает? Технически раньше было разделение, что был верстальщик, который тупо верстал, и чувак, который писал, какие-то подключал данные. Вот, разные люди были. Я думаю, в некоторых компаниях так до сих пор и есть. Вот. Веб-девелопер, или как он назывался.
администратор сайта, я не знаю. Ну, короче, я думаю, они мертвы. Вот. Давайте посмотрим вот сайт. Да? Это классический сайт, который мы делаем в продакшене, вот серьезный такой enterprise level сайт. Да, давайте разобьем его на какие-то BEM-элементы. Вот. Давайте вот так его разобьем и скажем, у нас есть какая-то картинка, да, пускай это логотип, да, у нас есть какая-то штучка, которая фиксированная вверху висит, у нас есть хедер, какая-то навигация снизу, есть еще какие-то штучки-дрючки, ну и сам контент мы тоже можем как-то разобрать. То есть тут еще презентация немножко рассказывает о том, как правильно начинать вообще верстать что-либо. То есть вы не особо понимаете, что вам нужно, если у вас есть какая-то картинка, визуализация, которую вы можете на бумаге нарисовать. Вы изначально все можете нарезать на какие-то куски. Компонентный подход. Да, и ты сразу режешь визуально на компонентики, типа как Atomic Design, и друг в дружку вкладываешь. И уже сразу можешь придумывать название. Если ты такую схему можешь написать кое-как, ты уже, по сути, можешь сверстать. Вот. Это типа BEM. Ну, типа как все верстают, вот примерно так, да? Видите, тут минусы везде. Ну, типа, я придумал название и минус, название минус, и типа BEM. И на самом деле вот с этим всем далеко не уедете, потому что если на проекте будет много людей, опять же, дублирование стопудово, особенно когда название у тебя entry. Да? Вот, что такое entry title, да? Ты такой, что, блядь, такое entry? Сущность какая-то. Какая-то. И чем это тебе помогает? Ну, понятно, что если меню entry, например, то тогда уже понятно, что это какая-то сущность в менюшке. Да, ну и тут прикол в том, что оно может где-то там перетирать друг друга со временем, да? Ну, вот какой-нибудь типа а-ля Яндекс, да? Как я говорил, селекторы читаются справа налево, да? То есть сначала, например, берутся все варки, потом берутся все ашки, у них берутся details component class еще находится, ашки с этим. Потом берется ашки, которые в лишках. Ну и вот так вот пум-пум-пум поднимаешься наверх. Как всплытие, да? И из-за этого перформанс считается по последнему элементу. И для браузера вот такие штуки очень больно рендерить. Ну, технически у вас может быть быстрый код, но рендерится все равно отвратительно медленно. И чем более худший девайс, тем худше это все будет работать. Вот. Ла-ла-ла. Непонятности, да? Самое простое, что в BEM есть, это блок, да, то есть блок и элемент, по сути, название. Блок, элемент, модель. Все остальное вы можете на сайте BEM почитать. То есть модель или модификатор? Ну, окей. Не умничай. Да, не умничай. По сути, если рассмотреть что-то, мы можем увидеть, что когда мы что-то верстаем быстро, мы такие типа во-во-во, быстро накидали какими-то классами, неважно какими. А потом начинаем внутри них еще какую-то детализацию делать, кнопочку более красную, там еще что-то. И мы по итогу всегда двигаемся вот так, да? И ла-ла-ла, это все не важно. Это материал дизайн проблемы, да? Видите, там куча проблем. Ну, потому что когда нет никакой методологии, то беда. И хоть какая-то есть, пускай BEM, OSCSS, еще что-то, уже в 1000 раз лучше. Вот. А методология BEM давным-давно не менялась. Есть блок, вот, и мы можем посмотреть, какие у нас блоки есть, да? Блоки мы можем большие куски выделить. То есть, если мы обсуждаем с Atomic Design, если кто не знаком, это как атом, да? Есть молекулы, из молекул состоят там... атомы, из них состоят молекулы, из молекул состоят там уже организмы и прочее, да? Клетки. Да, то есть блок в обратную сторону, да, то есть блок это самая большая сущность, да, то есть мы можем увидеть повторяющиеся элементы, да, например, меню блок, да, search bar, логотип, какая-то форма, это все блоки, да, то есть мы сразу можем придумать им название, потому что это какие-то большие штуки. Вот, и они независимы плюс-минус друг от друга, да, это какой-то законченный как виджет, да? Ой, это все тезисы, вода. Нам это ничего не даст, мы все равно это не запомним. И у блока есть элемент. Это такая вложенная штука-дрюка, которая позволяет нам конкретизировать. Да? У нас есть в блоке конкретный таб. Да? Он не самостоятелен, он без таба не существует, да? Без навигации. Вот, поэтому он элемент, он зависим. И зависимые штуки мы разделяем... Ну, как вы видели, вот таким вот двойным нижним подчеркиванием. Чтобы подчеркнуть, что он элемент, и он зависим от кого-то.
То есть, если у нас есть дерево HTML, которое мы можем превратить в такой селектор, да, который очень медленный, как мы определили на большом проекте, то, в конечном итоге, когда у нас дохренища вложенных элементов, то мы построим какое-то супер-пупер дерево, и, с этим будет невозможно работать. Поэтому мы на каждый элемент ложим класс, чтобы конкретно к нему обращаться в один уровень, да, и не дурить головы. И как видите, у нас есть меню, в меню есть item. Item зависит от меню. Без меню item не нужен. В меню есть линка. Линка тоже без меню не нужна. Нам не нужно указывать, что линка конкретно в item лежит. Мы можем указать, что это item link, да, а можем не указывать. То есть это up to us, да, но как бы селекторы тоже хотелось бы покороче, да. Чем короче, тем как бы меньше места занимают. Вот. Но самое главное, что мы имеем, что когда мы добираемся до стилей, у нас уже плоская структура. То есть мы граф сводим в плоскую структуру, нам с этим легче работать, браузер в один проход это все быстро вычисляет, все довольны. Нам читать легче. То есть мы получили из такого мега-дерева много маленьких отдельных деревьев. Вот. Ну и опять же, это чистая логика. Легче с этим всем читать, работать, размышлять. Так как у нас есть какое-то правило по придумыванию названий, нам легче придумывать названия. И опять же, названия могут дублироваться, да, то есть item, link, текст, да. То есть у нас может меняться, грубо говоря, блок. Эти все вещи могут бесконечно дублироваться в зависимости от блоков. То есть блоки, если у нас дублируются, значит у нас где-то проблема в архитектуре. Да, и мы решаем проблему в архитектуре в первую очередь. Это все очень важно. Но в какой-то момент мы можем прийти к такой мысли: окей, мы умеем элементы вкладывать, мы можем бесконечно лупить элементы вложенные, и мы доберемся вот примерно к такой сущности. Это люди, которые вот долистали презентацию вот до сюда, они такие: о, я бог, я теперь знаю BEM. Да, и это не good. Да? Это зачастую вы можете увидеть даже в каких-то крупных проектах, типа Undesigned или еще что-то. Они в какой-то момент такие, типа, похер, погнали, вот. И они так верстают, и в конце все равно HTML. И ты такой: божечки. То есть сначала мы берем в доме все имейджи, а потом ищем вот такой супер-друпер селектор. И это реально по перформансу не good. Все так писали. Короче, когда ты только к стилям добираешься, ты такой: бог, вообще, все, фигачишь, как понимаешь. Да. И по итогу... Что... Гайдарчик, а можешь с музыкой это идти? Мы тут видосик записываем. Само собой. Спасибо. И что мы имеем? Да, то есть, по сути, у нас есть элементик 1, элементик 2, элементик 3, и нам не особо важно показывать их вложенность. Это, по большому счету, нам ничего не дает. Если нам нужно подчеркнуть, что они зависимы, что вот этот элемент, он зависим от этого, мы хотим подчеркнуть, то мы можем сделать следующее. Мы можем бить на блоки. То есть это как группки. Да? Группки зависимых элементов. Мы можем сказать: это блок 1, у него есть элемент 1. Но в нем есть блок 2, у которого есть свой элемент. Если прям нам так хочется это подчеркнуть. И тогда мы, опять же, в стилях все плоское. Мы все видим, и селекторы, в принципе, имеют объективно длинную ширину. Грубо говоря, вот как мы лесник и рубим ветки. И, в принципе, вот, да, то есть в какой-то момент мы начинаем такие, опять же, мы пытаемся и элемент ложить в название блока, и много чего еще, и это проблемы, которые, в принципе, очень тяжело решить общей договоренностью. Вы просто можете для себя ввести правило, что если это элемент, то это элемент. Если это блок, который переиспользуемый, независим, то это блок. Да? И не надо так вот делать. Потому что у вас может быть сам блок, у него блок-элемент, сам он по себе такой независимый. И опять же, у всего должна быть какая-то логика, у вас должны быть какие-то правила в голове. Ля-ля-ля, опять что-то много терминов. Теория — это всегда скучно, поэтому мы все это пропустим. А что такое B, L и так далее? Во многих компаниях, чтобы отделить свои стили от чужих стилей, которые с интернета пришли, люди вносят следующее. Они вносят какой-то префикс. Например, это может быть, если это undesigned, это может быть untoD, подчеркивание. И это все стили наши начинаются, например, с этого. Но, например, если это BEM,
раньше было модно буковкой Б помечать, что это БМ, а вот это не БМ. Сейчас, в принципе, пофиг, но понимаете, что если вы поставите какую-то библиотеку, и у вас какие-то такие общие стили типа entry, header, то в библиотеке тоже могут быть стили с хедером в каком-нибудь компонентике, виджете, и когда он подгрузится в вашу страничку, то он может перетереть ваши супер-друпер стили. Сейчас это плюс-минус решается всякими веб-паками, которые там в конкретно ваши стили в вашем проекте какой-то сахарок дописывают. Но в среднем проблема может остаться. Ну и видите, то есть раньше у нас там были какие-то селекторы очень базовые, да, мы их трансформировали немножко в BEM, это еще чуть-чуть в BEM, и уже лучше, да, то есть у нас мы выделили лого-блок, хедер-блок, навигацию-блок, еще какие-то менюшки, выделили в блоге item, этот item, он является постом сам по себе, да, он item для блога, но он сам независимый, он как пост. Да, в нем есть ссылка, и ссылка тоже независимый элемент, она может тоже как-то там выглядеть по-особенному. Но опять же есть title, у title может быть большой, и в большом тайтле может быть еще какой-то name, чего-то там. То есть, по сути, это в принципе допустимо, что на одном элементе может быть больше одного класса. И это вполне нормальное явление. Вот. Не. Ну, то есть это то же самое, только по слайдам. Давайте немножко еще вернемся. У нас есть, например, блок, у него есть пост. И мы можем сказать в какой-то момент, а если это grid, тогда у нас есть grid column, и мы можем уже разное отображение вешать. То есть мы вешаем не на один класс отображения, когда мы перебиваем все селекторы, перетирая их. Мы можем повесить два разных класса с разными отображениями на один элемент. Но только когда здесь просто блок, да, то вот этот класс рабочий. Этот класс просто ничем не задан, потому что он зависит от грида. Ну, то есть этот грид существует на этом базовом элементе, тогда этот элемент тоже работает. Его нету, значит этот класс просто пустой, и мы работаем как с постом. И тогда мы можем разные отображения делать, миксировать сетки и всякое такое. Вот. Ну, опять же, мы можем это все еще вкладывать. Ну, и опять же, очень много вариантов этого всего есть. Вот эти LH, хотите следуйте, хотите нет, я их не следую. Потому что это настолько сильно усложняет жизнь, что вы, внося любое новое правило, которое не очень очевидное, не естественное, вы напрягаете мозги, потому что вы такие, бля. И через полгода, если вы там даже 2 недели проект не трогаете, вам уже очень тяжело код читать. Вот. Ну и вот видите, что все упрощается. И мы потихонечку двигаемся в светлое будущее. Самая прикольная модификация, которую мало кто вообще использует, даже те, кто вот добрались до базовой вот этой презентации или начали читать специальную доку, они такие, все, я разобрался с бэвом, погнали. Вот. Ну и в этот момент у них модификация страдает. У модификации есть важная штука. Это, грубо говоря, у вас есть блок, у вас есть элемент, и у вас есть ключ значения, да? Можем вот так добавлять. Можем по-другому добавлять. Но самое главное, что поймите, что есть ключ значения, и они разделены нижним подчеркиванием. И значение можно, например, в том же React сетать постоянно, даже пускай оно будет undefined или еще что-то, это все равно удобнее, чем мы будем писать дикую конструкцию if, чтобы прям идеально там не было лишнего класса. Это сильно по перформансу не бьет, вот, потому что у нас все и так на этом. Но удобно. Ну, я так не люблю писать, потому что мне неудобно так читать. А как? Через 2 минуса. 2 черты? Да, возможно, я неправильно пишу, но зачитать удобно. Именно это модификатор был. Да. Вот это такой, был какой-то момент, когда люди такие, надо одноуровневые стили писать, и вот они написали стили на все. Там, big, bold, italic, font, size, такой-то. Ну, это вот во времена Bootstrap было очень модно писать сетки, там, когда ты классами накидывал. И у тебя там, классов могло быть штук 15 вот на одной такой полотне, и ты почти все стили, вместо того, чтобы писать в стилях, ты писал здесь, у тебя типа стилевой файл маленький, ну, и как бы было модно.
Но фиксить это реально тяжело, если тебе надо там где-то на 4 пикселя куда-то подвинуть, и как ты будешь двигать, потому что ты собрал стили вот здесь, и у тебя вот только такие наборы стилей. Ты заводишь новый класс, а потом ты думаешь, у него базовое имя вот такое, типа font size, и ты такой 15, 16, 17, 18, и у тебя уже на каждый пиксель есть какой-то свой сайз. И это боль. Давайте по типичным проблемам. Important, что решает BEM? BEM, он как фреймворк, он говорит, что стили не должны быть инлайновыми, не должно быть импортантов, и не должно быть огромного селектора, да, и должна быть позиция у всего этого, да, то есть каскадность сохраняться, да, то есть когда ты говоришь, у меня есть блок, потом у меня в стилях блок-элемент, то есть каскадные стили сохраняются, потому что одни каскадные стили, они падают сверху вниз, да, и перетирают друг друга, перекрывают. Вот. Что мы как разработчики забиваем на это все вообще большой-большой болт. У нас порядок в стилях нифига не порядок. Вот, как писали, вот как мысль шла, вот так оно в стилях, вот такой порядок. Элементы вне блоков, зависимость блоков друг от друга, модификаторы, которые мы как-то навесили жестко, там почти импортно там вбомбили, вот, молотком добили, чтобы оно как-то выглядело, как нам нужно, и все, и пошли дальше. И самая проблема, что мы еще и в JS можем запузырить. И вот этот типичный подход бутстрапа, с которым лучше не работать. Это потому что, что такое list item? Что это такое вообще? Lol naming, да? Вот. То есть мы можем всегда еще что-то вот так вот перетирать нормально. То есть если мы подключили библиотеку и хотим в BEM перетереть, то почему бы вот так не перетереть? Это в принципе неплохо. Вот так делать не стоит ни в коем случае. То есть если когда ты вкладываешь стили вовнутрь, ты писать поиском пользоваться не можешь. То есть ты в браузере видишь, что у тебя list item, ты копируешь селектор, начинаешь искать, и тебе прям надо уже дробить, чтобы что-то найти. И это супер медленно. Даже если вы используете SAS, не делайте вложенность. Оно как бы типа удобно, но когда такого кода становится очень много по проекту, очень тяжело поиском пользоваться, очень тяжело рефакторить, вообще очень-очень тяжело с этим работать. Вот, поэтому лучше вот сразу в скомпилированном виде писать. То есть технически, если вы привыкли вот так писать, вы можете в какой-то момент переключиться на просто CSS, без SAS, без всего, и пописать недельку на просто голом CSS, и у вас мозги вернутся в исходное состояние, и вы поймете, что так проще, чем вот так. Как бы ни казалось, что наоборот. Вот. Вот, я так пишу стили модификаторы, то есть через два минуса, стиль и значение. Но без амперсанда. Вот на следующий слайд переключи, вот так ты пишешь. Вот так. Да, я так пишу. Да, то есть мне так удобно, я так сразу вижу, что это модификатор. Да? То есть если один минус или один нижний подчеркивание, мне тяжело это читать, мне надо длинный разделитель, чтобы глазами быстро пробегаться. И по итогу вот такие стили можно часто встретить, но, как видите, у нас сохраняется этот блок, а это модификация, да, то есть мы не копируем стиль отсюда и не используем этот стиль, а потом, когда у нас активный только этот стиль, да, то есть мы используем, когда он активный, два стиля, они вместе работают. Он его расширит? Да, он его как бы как расширение, да. То есть, пожалуйста, назад. То есть этот стиль расширяет этот стиль, то есть они должны работать вместе, два селектора должны работать вместе. То есть это не новый стиль, это расширение предыдущего. Это расширение предыдущего, все верно. Вот, но видите, вот когда мы добираемся в какие-то САСы, вот эти вот все вещи, это полный пипец. Вот с этим, вот, ребята, никогда так не делайте. Я какое-то время фанател от такого написания стилей. Да, у меня на прошлом проекте наш потом сказал, пишем, вот с амперсандами, вот так. Да, и я через месяц вернулся в тот проект, который я писал, я его открыл и такой, я еще хотел какие-то стили покопировать в другой проект, я такой, божечки, и все, и забил на это. То есть, реально неудобно. То есть со временем, пока пишешь, good, когда читаешь, уже проблема. Вот, и в принципе все. То есть дальше тут про SAS. И я думаю, что с SAS лучше ничего не делать. То есть пишите просто как на голых стилях, потому что в стилях сейчас есть CSS Variables, они потихонечку улучшаются, расширяются, тут добавляются всякие математические штуки, возможно, какие-нибудь операции добавятся.
То есть, в принципе, вам не нужен SAS. То есть, если вам хочется какие-то переменные, используйте стилевые переменные. Учите root scope и всякое такое. Вот. Есть всякие расширения, есть всякие книжки по этому всему. Но если вы будете по этой теме загоняться, то вы единственный человек на проекте будет, кто это будет все понимать. Потому что вряд ли вы найдете еще таких отсаженных ребят, которые на это тоже потратят 5 минут времени и разберутся. Вот. Поэтому я бы тут где-то остановился. Вот. Потому что вот эти всякие O, CSS и прочее, они плюс-минус такие же. То есть все плюс-минус одинаково. Все пришли к одной и той же модели. Вот. Ну, как бы так читабельнее. Ну, про то, что я говорил. То есть Яндекс рекомендует через одно нижнее подчеркивание, но не читабельно становится. Camel Case тоже читабельнее, но его писать тяжелее, потому что надо Shift нажимать, чтобы букву большую написать. Так ты можешь все писать вот так. Особенно минусы. Ну и опять же, можно сокращать модификаторы, потому что они простые, да? Нет. Вот. Короче, Full Stack BEM лучше не использовать нигде, включая Яндекс, если вы вдруг пойдете работать в Яндекс. Все. Ну, опять же, нам похер на то, как библиотеки реализованы, потому что мы можем завести файл, на котором будем патчить какую-то библиотеку. Ну, файл на какую-то библиотеку, да? Там мы пропатчили, лучше патчить сверху. Даже пускай стилей будет больше, но мы не теряем зависимость от того, что библиотека может со временем измениться, обновиться, еще что-то. Мы можем всегда удалить наши оверрайты и написать их заново. Чем мы перепишем стили библиотеки, а в какой-то момент она обновится, и мы просто будем долго думать, а что там поменялось. Потому что будет намного сложнее с этим всем работать. И это все про BEM. Тонкости BEM, бла-бла-бла, ля-ля-ля, тра-ля-ля, ля-ля-ля, хо-хо-хо. Вот и все. Бог презентации. Вопросы? Ну, пока еще есть возможность задать вопросы, иначе идите живите с этим, как хотите. Вот. Вопросы? Ну, громко можете задавать, уверенно. Твой вопрос номер 1. Вообще, это больше не по BEM, наверное, Ну, а по всем стилям. У меня есть такой вопрос, когда я пишу стили, и, допустим, у меня есть блок и вложенности блока, и еще рядом отдельный блок. Как вообще правильно все сессии все группировать стили, чтобы они были ровно вместе? То есть, чтобы было понятно читать. Что? Блин. Ну, как я понял, как посортировать стили, чтобы их было удобно читать. Да, Но обычно сортируют по алфавиту. Угу. Ну, либо по каскадности, либо по алфавиту, либо как в BEM показали, что у тебя блок, и потом под элементы. То есть порядок внутренних элементов, ну, он наплевательский, да, вот, потому что они одноуровневые, да, то есть они одинаковые по приоритету. То есть блок всегда выше, элементы ниже. Если у тебя вложенные вещи, ты ложишь их ниже. Ну, грубо говоря, в BEM ты так или иначе все сортируешь по BEM. Okay. На этом все, и мы побежали.